Добрый вечер. Всем привет! Вы на канале Став Эксперт. С недавнего времени я являюсь радиолюбителем. Конечно, пользуюсь радиостанциями разных производителей. И так сложилось, что большинство из них Ясу. Мне стало интересно узнать про историю данного производителя. Поэтому сегодня хочу поговорить об истории фирмы Ясу. Известно, я думаю, многим радиолюбителям. А тем, кто не знает, что такое радиосвязь, скорее всего, конечно, это название ни о чем не говорит. Но послушать, думаю, будет интересно. Итак, перенесемся в Японию 50-х годов. В этот период страна уже пережила послевоенный восстановительный период и встала на путь восстановления. Приоритеты промышленной политики смещались наукоемким отраслям и производствам, в том числе и электроники. В связи с этим широкое распространение получило радиолюбительское дело. В 1956 году выпускник колледжа и коротковолновик Сако Хасигава в Токио с интересом читал труды Артура Коллинза о развитии однополосной телефонии. Изготовив SSB-генератор для себя и своих друзей, он вскоре получил предложение по изготовлению SSB-приемопередатчиков от радиолюбителей со всей Японии. В этом же году инженер Сако Хасигава организовал исследовательскую лабораторию в области радиолюбительской связи и телевидения General Television Service Co., Ltd. В 1959 году Сако Хасигава уже организовал фирму Ясу. Такое название было выбрано не случайно, так как офис располагался в районе Токио под названием Ясу Мюсун. Большую известность фирме принес представленный ею в 1960 году первый в Японии радиолюбительский коротковолновый пятидиапазонный SSB-передатчик FL-20. В 1970 году компания представила первый в мире трансивер с однополосной модуляцией HF-SSB Yasu FT-101, который многократно дорабатывался впоследствии. Также был выпущен всеволновый трансивер для начинающих радиолюбителей FT-7. В середине 70-х выпущен трансивер FT-501, где впервые на практике применили цифровую шкалу. Также выпускались и УКВ-трансиверы, например FT-207R. Высокий спрос на продукцию Ясу, в особенности на аппаратуру промышленного назначения, привел к созданию в 1976 году отдельного подразделения профессиональной радиосвязной техники, и до настоящего времени они остаются преобладающими в ассортименте продукции Ясу. В 80-е годы компания Ясу активно совершенствует свои приемопередатчики. Радиолампы постепенно заменялись транзисторами и микросхемами. В 1983 году компания представила первый в мире КВ-трансивер с возможностью управления с персонального компьютера FT980HF, а в 1991 году самый малогабаритный в мире КВ-трансивер FT890 со встроенным автоматическим антенным тюнером. Изначально целью была разработка и производство коммерческих и любительских радиоприемопередатчиков для японского рынка, но в 1964 году соглашения о продаже были заключены в Австралии и Германии. В Европе оборудование продавалось под брендами Ясу и Sommerkamp. В 1963 году швейцарская фирма Sommerkamp импортировала оборудование Ясу и продавала его под собственной торговой маркой. Линия оборудования Ясу была впервые импортирована в США компанией Spectronics Inc., расположенной в Сигнал-Хилл, Калифорния, в 1965 году. Ясу заняла важное место на рынке любительских радиостанций США, представив и усовершенствовав свою очень популярную линейку для радиолюбителей FT-101. Кроме того, приемопередатчики были изготовлены производителем для компании Henry Radio в Лос-Анджелесе. Компания Spectronics была основана Уильям Тернером, отцом Роберта Тернера, который впоследствии основал компанию EMG Inc., производящую звукосниматели EMG для электрогитар. В Советский Союз же трансиверы Ясу стали массово завозиться только в 90-е. Сако Хасигава умер в 1993 году, и Дзюн Хасигава занял его место управляющего директора. Ясу Мюсун приобрел бренд радиооборудования «Стандарт» в 1998 году и изменил название компании на Vertex Standard Co., Ltd. в 2000 году. Подразделение наземной мобильной связи Vertex Standard действует как дочерняя компания, находящаяся в полной собственности со штаб-квартирой в Токио, Япония. Дело любительского радио, эфирного и морского радио был передан новой компании Ясу Мюсун.
В 2000-е годы Ясу выпускает множество хитов-трансиверов, популярных среди радиолюбителей. Это и УКВ-станции, например, FT1920, FT2600, FT2800, FT2900 и FT7900, которые, кстати, я использую лично сейчас. Это 7900 и FT2900. А также производились многодиапазонные КВ-УКВ трансиверы, например, FT847, FT857, FT897, FT891, FT991, FTDX 9000, а также QRP-станции, например, FT817 и 818, и, конечно же, многие другие. Также Ясо выпускает поворотные устройства, популярные у радиолюбителей. Приемники аудиосистемы у нас в России распространения не получили. Вот так получилось, что увлечение одного человека позволило ему сделать отличные приемы-передатчики, или, как сейчас их принято называть, трансиверы, известные во всем мире. Радиосвязь сегодня, на мой взгляд, это больше хобби, чем раньше, так как мы живем в мире интернета, где общение между людьми не составляет проблемы. Достаточно нажать только одну кнопку, поэтому общение через короткие волны не только, это очень ценно. Как говорит Ясу, позволяет общаться с воображением. Многие радиолюбители предпочитают другие известные марки: Alcom, Kenwood и так далее. На вкус и цвет, как говорится. Планирую также рассмотреть историю этих компаний в будущем. Спасибо всем, что смотрели это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк. Будет интересно. Ваш Staff Expert.